Страх приводит к темной стороне. Страх рождает гнев. Гнев рождает ненависть. Ненависть – залог страданий. Здравствуйте, друзья! С вами снова Анетта, и хочу сегодня с вами поговорить об очередной пройденной нами игре. Это Jedi Fallen Order. И, кстати, не только я буду сегодня вещать вам о нашем прохождении. Знакомьтесь, попозже познакомимся с ним. Ну что ж, давайте начинать, и да пребудет с нами сила. И для введения в общий курс дела начнем мы с сюжета. Действие игры разворачивается между третьим и четвертым фильмом по Звездным войнам. Почему именно это время? По приказу 66, о котором говорится в третьей части фильма, джедаев истребляют, а тех, кому удалось бежать, их слеживают и также уничтожают. И одним из этих выживших стал Кэл Кэстис, скрывающийся на планете Брака. За него-то мы и будем играть. Кэл ничем не примечателен и выполняет обязанности обычного рабочего. Как говорится, слился с толпой. Главный герой долго скрывал свою силу, и в один момент он решает ею воспользоваться, чтобы спасти своего друга. Тем самым он выдает свое местоположение. Империя, а вернее инквизиторы, это вторая и девятая сестра, находят Кэла и просто вышвыривают его в пропасть. Но мы чудом выживаем и пытаемся убежать от погони. Вторая сестра нас все-таки настигает, и с ней мы готовимся сразиться. Причем она нам говорит, что ей знакома стойка парня, и мы прошли подготовку, вероятно, будучи юнглингом. Или совсем в двух словах, у тебя есть базовые навыки для ведения боя. Вот только этого недостаточно против самого инквизитора, и к нам очень вовремя приходят на помощь. Наши спасатели представились как Цера Джанды, которая оказалась бывшим джедаем, и Грейс Дритлс, он же капитан корабля Богомол. Они искали Кэла, чтобы возродить Орден джедаев, и похоже, что кроме него джедаев-то и не осталось. Как бы то ни было, парень соглашается, хотя пока что отношения между командой напряженные, так как они не понимают, кто кому может доверять. И все вместе они отправляются на Богана, где нам нужно добраться до хранилища и найти там ключ возрождения Ордена. По пути мы встречаем вот это самое маленькое чудо. Его зовут BD-1, и он дает нам знать, что может показать нам дорогу в нужную нам сторону. Придя в бывший храм, дроид включает нам голограмму, представившуюся как мастер Эна Кордова. Он рассказывает нам свою историю пути джедая, и именно он спрятал ключ к возрождению Ордена. И этим ключом является голокрон с именами детей, чувствительных к силе. Однако так просто получить этот список не удастся, и теперь нам предстоит пойти по пути Кордова и отыскать гробницы трех мудрецов. Конечно же, это длинный и совершенно нелегкий путь, поэтому я оставлю ссылочку на плейлист внизу в описании к видео, и там ты сможешь посмотреть наше путешествие от самого начала и до конца. А теперь мы переходим к самому интересному. Это геймплей. Сегодня я не буду рассказывать вам про управление, как я это делала до этого, потому что во всех играх оно в основном однотипное, разве что там есть где-то какие-то доп. Клавиши. Это все в процессе обучения мы сможем изучить. Для начала я хочу отметить, какой мы выбрали уровень сложности. Грандмастер или же полный хардкор. Что мы получаем на таком уровне? Маленькое окно для парирования, максимальная агрессивность врагов по отношению к нам и, конечно же, тотальный урон от них. Я думаю, здесь все понятно, но коротко поясню за каждый из этих пунктов. Окно для парирования – это то количество времени, которое тебе дается на то, чтобы поставить блок и провести контратаку. Чуть позже я об этом расскажу поподробнее. Агрессивность врагов определяется их количеством, сколько времени между их атаками, то есть сколько секунд между первым и вторым ударом. И сколько врагов тебя могут атаковать одновременно. Да, будет и такое. И сюда же добавляется наносимый тебе урон, то есть количество урона за один удар. Поскольку уровень сложности у нас самый высокий, нам дается меньше времени на парирование. То есть, чем выше сложность, тем позже нужно поставить блок. Еще проще говоря, провести такую манипуляцию нужно за такую долю секунды, когда враг очень близок к нанесению урона, но еще не довел атаку до конца. Но парирование не всегда является выходом. Время атак здесь сокращено, то есть чем больше врагов, тем чаще по тебе будут со всех сторон прилетать удары, а интервал между попытками провести парирование, он попросту больше. И, к сожалению... Добрый день.
Так, все, котейка у меня улеглась на ногах, все хорошо. Продолжаем. К сожалению, уменьшить этот интервал мы не можем, так как это механика самой игры. Я бы сказала, что это сломанная механика. И вот тебе пример. Если бы враги атаковали тебя по очереди, что подразумевает оптимальное время атак, то, безусловно, все их атаки можно было бы спарировать. Но на Грандмастере параметр агрессивности выше, а время атак меньше. Тем самым ты просто не успеешь отразить 2 или даже больше атак практически одновременно. И все, что тебе здесь поможет, это держать блок. И то он поможет лишь на короткое время, потому что тратится выносливость. И как только шкала выносливости опустеет, или ты никак не среагируешь на атаку противника, то тебе обеспечен шквал ударов, который вынесет твое здоровье настолько быстро, насколько Java реагирует на плохо лежащие вещи. Они их просто тырят. И самое великолепное. Ты не можешь выполнить никакое действие, которое захочешь, пока не закончится анимация твоей атаки. Если говорить проще, пока ты наносишь удары по одному врагу, ты не сможешь поставить в блок, чтобы спастись от другого. Или же просто ты не можешь сделать уклонение или перекат. И добавим к этому аттракциону минимальное время атак врагов, получим и без того неравносильный бой. На этом моменте мой очаг так полыхал, как звезда смерти после атаки Сокола Тысячелетия. Но не менее проблемно определить тип атаки противника, и порой атака не всегда является так таковой. В игре есть блокируемая и неблокируемая атака. Если соперник подсвечен красным, то значит, что его удар невозможно заблокировать, и здесь тебе поможет только уклонение. Но вот правильно считать эти типы атак, так еще и в пылу сражения, достаточно проблематично. Просто посмотрите на этот бой. Но он помог с теми разобраться, слушай-ка. Так, меня потерял лошара. На! Вы что-нибудь поняли? И я нет. А здесь? И смысл было его притягивать. Что мне с ним делать-то? Как мне к нему подбежать, а? Так, я поняла, ты сейчас еще больше запутаешься, поэтому пояснительная бригада. В первом случае на каждую из атак мы видим вот такой проблеск. Хорошо, нам говорят, что нужно приготовиться защищаться. Но таких одинаковых проблеска целых 3 штуки. А вот атаки все разные. Обычные выстрелы, ракеты и гранаты, где одно можно заблокировать, другое только отбросить, а от третьего вообще только уклоняться. Во втором случае мы видим также 3 способа нанести нам урон. Обычные выстрелы, что-то вроде заряженных выстрелов и ракеты. И я не поняла, для чего подсвечивать заряженный выстрел, если его спокойно можно блокировать вместе с обычными. А вот ракеты ты либо отбросишь силой, либо будешь уклоняться. Теперь посмотрим на других противников. Такой же проблеск во время атаки более элитного штурмовика, только такую атаку нельзя заблокировать, так как он полностью подсвечивается красным цветом. И если сравнить эти 2 атаки, то они одинаковые. Вот только одна почему-то блокируется, а вторая нет. А у обычных штурмовиков такого и подавно нет. И тут работаешь чисто на интуиции и молишься на свою реакцию. Мне это, честно, очень сильно путало, и я не знаю как, но мне все же получилось выстроить схему этих атак, хотя... Но количество раз, когда я погибала, я лучше умолчу. Да и во время разбора этой механики я запуталась еще сильнее. Хорошо, враги, а что с нашими-то атаками? Как мы можем себя защитить, как мы можем отбиваться и вообще вести крутые бои? Для начала рассмотрим стойки, а вернее, как и какие типы атак мы можем проводить, каким типом оружия мы можем пользоваться и как нам в этом во всем помогает наша сила. Самый простой способ нанести удар — это стоять рядом с противником и нажать левую кнопку мыши для проведения атаки. Можно добавить немножечко зрелищности и атаковать врага с разбегу. То есть, удерживая Shift, ты бежишь на врага, и не отпуская кнопку, ты нажимаешь ЛКМ. К сожалению, у меня нет таких сценок. Такую фишку я открыла для себя чуть позже, когда у меня уже появился второй тип оружия. И скоро я, кстати, про него расскажу. Еще один способ нанести удар —
атаковать сверху. И это одна из эффективных атак, так как ее преимущество в количестве наносимого урона в зависимости от класса врага. То есть, чем меньше класс противника, тем больше вероятности, что ты вынесешь его одним ударом. Кстати, об эффективности. Во время прохождения Кэл будет улучшать свой меч, и одним из таких апгрейдов станет двусторонний меч. Не буду утаивать, я всю игру с ним пробегала, и это оказалось моей ошибкой. Нам прямым текстом говорят, что такой меч подходит для подавления толпы врагов. Соответственно, с таким типом меча радиус нашей атаки увеличивается, а контроль над его владением уменьшается. С односторонним же все как раз наоборот. Радиус атаки становится меньше, и контроль над оружием усиливается, за счет чего мы концентрируемся на противнике и расправляемся с ним. Если в двух словах, то двусторонним мечом ты разносишь все и вся вокруг себя, а односторонним ты берешь себя в руки и четко выносишь оппонента. Сидишь ты такой на диванчике, смотришь там стримчик, кушаешь, конечно же, там чипсы, что-нибудь такого, да? И тебе захотелось попить. И ты раз такой тянул к себе стаканчик и утоляешь жажду. Ты представь, насколько тебе лень вставать, а у тебя есть сила. Так, мы не об этом. Сила — это то, чему долго обучаются, с ней нужна постоянная практика, и ее нужно уметь правильно использовать. Мы можем замедлять как врагов для повышения шансов на успех, так и предметы, чтобы в основном куда-то пройти. С одним навыком, конечно же, далеко не уйдешь, поэтому нам предстает древо навыков. На нем есть 3 ветви прокачки. Навыки владения мечом, навыки силы и навыки выживания. Навыки, связанные с мечом, помогут раскрыть потенциал Кэла во владении оружием. И как раз здесь открываются новые типы атак. Прокачка таких способностей позволит более быстро и эффективно расправляться с противниками. И приятным бонусом визуально разбавит боевку. Навыки выживания улучшают физические характеристики, что немаловажно даже для джедая. Ты увеличиваешь шкалу здоровья, которая на хардкоре может очень быстро опустить. А также можешь повысить защиту, дабы получать меньше урона по своей выносливости. Да, здесь фишка в том, чтобы вынести шкалу выносливости противнику, а не его хп. И как только у противника выносливость сходит на нет, ты даже можешь одним ударом его отправить отдыхать. В общем, здесь типичная прокачка физического состояния персонажа, но шансы пережить толпы врагов и сильных боссов у тебя повышаются. К завершению о древе навыков вишенкой на торте станет прокачка силы. Тут можно разгуляться по полной, начиная от увеличения шкалы силы и скорости ее восстановления, заканчивая обретением новой способности. В игре всего 3 навыка. Одному из них мы научились в самом начале — замедлять врагов. Второй навык, мой самый любимый, это толчок, которым ты в буквальном смысле сметаешь всех на своем пути. А если кто-то будет стоять на краю или рядом с ним, отправиться в очень далекий полет. Третий же навык — притяжение. Не самый удачный для меня способ борьбы, если не считать тех противников, которым необходимо применять такое умение. Да, будут и такие. Суть проста. Ты притягиваешь противника к себе, тем самым сокращая расстояние между вами, и наносишь по нему удар. Многие навыки владения мечом я, к сожалению, не освоила, и это очень часто приводило к гибели моего персонажа. Вероятно, тут сыграла роль мое неумение комбинировать мои же атаки, поэтому настоятельно рекомендую тщательно изучить выбранные тобой навыки и попрактиковаться в их осуществлении. Как ты думаешь, для чего в игре сделали возможность менять внешний вид Кэла, BD1 и даже Богомолу? На паузу прямо сейчас поставь, я подожду. Поставь на паузу, перейди вниз в комментарии и напиши свое мнение. А я пойду пока заварю чаечек, чтобы прочитать твой ответ. Ай. А я говорила, я пойду чай заваривать. Думали, я шутила? Да ни на что здесь не влияет смена одежды и покраска корпуса. Разве что тебе сначала нужно найти новые элементы одежды, вернее цвета. И это якобы мотивация изучать миры. Умирать так красиво. Перед нами предстает красивый мир, населенный разными созданиями. От тихих равнин с милыми существами до ледяных пещер с огромными тварями. Вот только мир вроде как открытый, но в то же время у нас есть ограничения в виде планет. Локация с каждым разом становится все больше и больше, и от этого в карте становится сложнее ориентироваться, потому что она сделана в виде голограммы. Задумка прикольная, но, на мой взгляд, сложновато в реализации с целью достичь четкого выстраивания уровней местности. Да и сами персонажи выглядят вполне живыми, особенно мне понравилось
понравилась сестра ночи Мирин. Девушка обладает темной магией, и характер у нее явно не слабый. Однако чувством юмора она не обделена. Кроме того, меня очень привлек ее костюм и татуировки, которые прекрасно гармонируют с ней. Исходя из всего сказанного про механики, в игре работает не парирование, а уклонение. Да, отбить атаку противника, да еще и обернуть ее против него самого, это красиво и выглядит зрелищно. Но на Грандмастере эта механика сломана, и умение парировать практически сходит на ноль. Поэтому на замену приходит уклонение. Хотя и его еще нужно вовремя прожать. Ведь, как я говорила, пока не закончится анимация твоей атаки, ты ничего сделать не сможешь. Как бы то ни было, на максимальном уровне сложности Jedi Fallen Order можно пройти. И позволю себе еще раз напомнить, что на канале вы сможете посмотреть полное наше прохождение. Все те разы, когда я погибала, были по вине кривой механики. Было трудно насладиться геймплеем. Я не знаю, насколько играбельны другие уровни сложности, но по логике там должно быть все немножечко попроще, и можно будет выдохнуть и насладиться игрой. Единственная вещь, чем меня игра порадовала, это сюжет и просто красивая картинка. Я думаю, что если бы не история этого джедая, то я бы скипнула эту игру и просто бы не продолжала бы свои страдания, потому что, в нее очень некомфортно было играть. Посмотрим, что будет во второй части Jedi Survivor, но ее оценка вызывает у меня грусть, а наличие багов и отсутствие оптимизации полностью убивает во мне желание в нее поиграть. Посмотрим, может быть, однажды она и исправит все свои ошибки и ошибки первой части. Будет грустно, если история одного из джедаев вот так закончится. Жду ваше мнение в комментариях. Верите ли вы, что этот проект возродится и даст ли он нам те эмоции, которых нам так не хватало в первой части? Не забудь перед этим поставить лайк, и те, кто подписались, ребят, добро вам пожаловать. Проверьте, чтобы у вас там звонил колокольчик, а те, кто уже подписались, ребят, переподпишитесь заново и также прожмите, чтобы у вас там вот так вот все звонило, да. А то YouTube там что-то на уведомления шалит, вы мне пишете, что на видосике он присылает уведомления, а на стримы нет. Вот так вот. А в нашем телеграм-канале RenAnnetteTG, там внизу ссылочка будет, туда все оповещения я закидываю, поэтому просто будешь в курсе событий. На этом, пожалуй, все. Мне больше нечего сказать. Спасибо, что посмотрел этот ролик. Увидимся с тобой в следующем, и удачи!